Всем привет, друзья, с вами снова Гордон, и мы продолжаем проходить Сайберию. В прошлой серии мы с вами встретили очень так, я бы сказал, жадных людей на барже, которые с нас потребовали целых $100 за то, чтобы пододвинуть наш поезд. Но только вот беда, что шлюз-то закрыт и денег у нас нет. В общем, пойдем просить денег у ректоров. Ну или может быть они нам работу какую-нибудь предложат, там, не знаю, улицы подмести, не знаю, там. Ну, в принципе, Кейт у нас девушка такая видная, а студентам, я думаю, тут очень одиноко. При том, что женщин я до сих пор тут не встречал. Хотя, в принципе, вот с этим вот, я думаю, можно было бы как-то на свидание сходить, например. Ладно, давайте сбегаем до ректоров. Может, что-нибудь и получится. Хотя, не думаю, что эти три напыщенных болвана нам что-нибудь дельное предложат. Ну, посмотрим. Посмотрим. Здравствуйте еще раз. Gentlemen, forgive me for disturbing you. A little problem. They are nor. Так, деньги. Some sailors have agreed to tow the train, but I don't have enough money to pay them. I was wondering if you could help me out. For a while. I could work for the money. Please wait, miss. We have certain confibulations to attend to. That is right. We must confibulate between ourselves. A collegiate decision must be taken. I hope that we are not indisposing you in any way. Why not? If it helps us get rid of that train. My word, that is a fine idea. What do you have in mind, gentlemen? When you arrived here, you must have noticed a splendid bandstand which honors the main university courtyard. A unique piece of mechanical craftsmanship which no longer works, alas. Why, yes, we have very moving memories of its melodies. We're prepared to offer you a financial reward if you can set it working again. With pleasure. What do I have to do? Unfortunately, my dear, time and rust have taken their toll on this university, and our automatons no longer have a spring in their step. You are going to have to be resourceful. To tell you the truth, there are a number of complex mechanisms here in Barakstadt, and it would appear that we have unfortunately lost their operating instructions. Your train, however, is an extremely ingenious invention, so you should be no stranger to complex mechanisms, should you? We are therefore counting on your ingenuity, miss. I hope that I can show myself worthy of your faith in me, gentlemen. Well, my dear colleagues, one more university matter nicely tied up. Замечательно. А может вы мне тогда все-таки про Савиньон расскажете? You wouldn't know if there is any foreign... Absolutely. Так, ясно, ничего нового. Yes, that's right. You don't... А птица? That idea of the station aviary is really very original. It's the pride of our university. One of the... Так, ясно, это мы тоже уже Yes. все слышали. А помощь? Can you possibly help me out here? Miss, you're insistent. We can... Ясно. В общем, ничего нового вы мне не скажете. Here we are, busy chat Already? Thank you. And Хорошо. Давайте сходим к нашему оркестру и, может быть, мы поймем, как его можно починить. Ну, точнее, в принципе, и так понятно. Там надо взять яйцо, видимо, кукушки, для того, чтобы уравновесить весы и открыть дверь. А дальше мы можем увидеть, что же там случилось. Так, профессор все еще здесь. Поэтому, я думаю, с ним нам говорить тоже не о чем.
Чтобы забрать яйцо кукушки, нам, скорее всего, надо восстановить механического орла. Чтобы восстановить механического орла, нам надо отпугнуть кукушек около лестницы. Чтобы отпугнуть кукушек около лестницы, нам надо найти виноград. А виноград нам никто давать не хочет. В общем, как-то все очень прискорбно и печально. А вот это вот золотое яичко просто бы вот так вот взяла его и все. И отдала бы тем пройдохам. Ну ладно. Вот этот замечательный оркестр. Оркестр-то, конечно, замечательный, но не работает. А жаль. Но я думаю, то, что мы его все-таки починим. Давайте еще раз поговорим с начальником станции. Может быть, он что-нибудь нам расскажет. Ну и если что, то можно попробовать поговорить с Оскаром. Может быть, он подскажет, как починить этот оркестр. Так, задача, деньги. The sailors on the barge reckon they could help. Right. Так, ясно. I've Задача. just been to see the rectors. Так, ясно. Тоже ничего нового. И про Савиньон тоже ничего не скажешь. All these birds in a state. This is no ordinary station, miss. Oh, no. These birds are... I can. And you don't... It wasn't. They're not... I see what you mean. You have. A wonder of technology. Why not? You. Это мы тоже все слышали. Помощь. I feel like I've lost my. Hey, Ясно. Ну хорошо. I won't disturb you when. welcome to... Хорошо. Давайте сходим в наш поезд и попробуем поговорить с Оскаром. Может быть, он там что-нибудь расскажет. Ну что, Оскар? Как дела? Не заржавел Everything еще? okay, Oscar? Yes, Kate Walker. I am awaiting your instructions. Так, Савиньон. You don't know where I might find any Amazon forest Sauvignon, do you? No, Kate Walker. Ясненько. Oscar, there's no way you. Rust awaits. Ясненько. Oscar, the sailors have agreed to tow the train, but No, there is nothing like that. You will note, however, Kate Walker, that every effort has been made to ensure maximum passenger comfort. okie dokie. I'll have to sort this one out by myself then. Ну, это, в принципе, было понятно. Хорошо. You Про should take a птицу? look around the station, Oscar. It's a... I am Yeah. Of Ясно. course. Well, Oscar, in a while. Давайте посмотрим, может быть, тут у нас еще что-нибудь есть. Так, тут у нас мамонт, ничего больше. Шкатулочка для валиков. Чемодан. no point weighing myself down. Ну, то есть там у тебя тоже ничего интересного, как я понимаю. Ладно, ладно. Давайте дальше обследовать станцию. Где-то должна быть какая-то зацепка. Налево или направо? Давайте сходим направо. Тут у нас только кукушки. И у нас больше ничего-то и нет. Жаль. Так, сюда нам не пройти. Ну, давайте сюда сходим.
А тут у нас ничего такого не растет. И тут вроде тоже ничего. Ну да, тоже ничего интересного. Сюда нам не попасть. Она закрыта. А там вполне возможно как раз и есть наш виноград, который нам нужен. Давайте проверим еще одно место, где мы с вами вроде бы как не были. Точнее, были. Вот тут. Ничего тут нового не появилось. Да, тут вроде бы ничего нового нет. Жаль. Ну, в общем, ребята, я думаю, тогда встретимся буквально через секунду, когда у меня будут продвижки по данному делу. Excuse me, Can't you see it? Mine? I'm looking for a... Look, lady, the station... Funny you should mention it. But you see, I have just read a very interesting... Well, if it's in a book... I don't know why, but What do you mean? you're the master of this station. Nobody tells me anything. I won't... Welcome to... А что если ему показать эту самую книжечку? Нет? Нет, дать ему ее мы не можем. А жаль. Ну, ладно. А давайте поговорим с профессором Понсом. Сходим в университет. Профессор, может быть, вы мне поможете? Do excuse me, Professor. Professor, so... What is it? My dear, it would be a pleasure, but you see, Sorry. how... You wouldn't know where the forest Sauvignon plants are kept in Barkstadt, would you? why do you think there are Sauvignon plants here? I read about it in a book at the library. Try going to see the station master. If such a shrub exists, he will have a better idea than anyone. It's actually he who sent me to you. I thought it a little strange, but he definitely said ask the paleontologist. You're the only one here, aren't you? Yes, yes indeed. What a strange way to behave. Well, I think he must have made a mistake, that's all. Nobody tells me anything here. Maybe you should ask the rectors. After all, they are in charge of the university. All right, thanks. Хорошо, давайте I'll еще leave you in раз peace. сходим I к hope I ректорам. haven't... Sorry? Цепочка начинает складываться. Здравствуйте, господа. Вы мне тут немножко лапши на уши навешали. Gentlemen, A little... They are Nor... Так, are you Савиньон. sure there are no Amazon Sauvignon plants in Barkstadt? Because I have just interviewed the station master and the paleontologist, and what they said really didn't convince me that there wasn't any here. We are quite definite on this point. There are no Sauvignon plants growing in Barkstadt. You see, miss, the Amazon forest Sauvignon is a rare shrub that requires very special conditions for growth. That's right. Conditions that are very hard to reproduce, believe you me. Difficult, but not impossible. Fortunately, our garden has proved very successful.
Your garden? So, there is a garden in Barrackstadt? Oh, the garden. Well, if there was one, it would be only a little garden hidden behind the station. But our station master would be very proud of it. He would take very good care of it, too. Everything would grow marvelously if we were able to cultivate it at all, and it would be all down to his gardening prowess. And we would be proud as punch. And we wouldn't forget the role the paleontologist might play in this. What's the paleontologist got to do with it all? Without him and without his laboratory, how would we make the wine, do you think? And it would be good wine indeed, my dear colleagues, would it not? Oh, yes, a delightful balm to soothe away our long hours of toil and our heavy responsibilities. We would wait impatiently every year for the arrival of the year's produce. So, if I have understood you correctly, there are indeed Sauvignon plants in Barrackstadt. They are cultivated in a garden behind the station, then turned into wine by the paleontologist's loving care, and finally, the pleasure of tasting is yours. If I'm not very much mistaken, gentlemen, you have a minor racket operating here. Miss, you do go jumping to some hasty conclusions. We never said that. That's not what we said at all. We were talking in the conditional, you know, with ifs and woulds. So, what would happen if I had such a hunch? You would have to keep it to yourself, of course. Yes, if you would be so kind as to keep it a secret. It would only be a small local concern producing barely a few bottles every year. That's right. Nothing so grandiose as a business. Otherwise, we'd be liable to be fined. So, we can't count on your discretion, can't we? Don't worry, I have no intention at all of getting messed up in anything. Вообще, могла бы у них денежек попросить. Here we are, busy chatting, and look at the clock. It's tea time. Thank you. And Так, спасибо, джентльмены, вы мне очень помогли. Пойдем пытать нашего начальника станции. А вообще, действительно, Кейт могла бы их немножко и пошантажировать. Заплатили бы тем торгашам с баржи, оттолкали бы наш поезд, все были бы счастливы. Но нет, нам надо разгадывать загадки, чинить сломанные механические игрушки и всячески развлекаться. Ну, иначе путешествие было бы, наверное, ужасно скучным. Ну что, господин лапша на уши, вот вам, пожалуйста. Вы мне тоже немножко наврали. Ваши боссы вас сдали с потрохами. Давай, мужик, колись, где у тебя тут савиньон? you have been playing with me, haven't you? You knew very well there were forest Sauvignon berries in the station garden. Not at all. I've never seen your Sauvignon things. You don't have to lie to me. I know all about it. You and the rectors are in cahoots, and the professor's lab has been turned into a distillery. You've all got a nice little smuggling racket on the side. Smuggling racket? Hey, lady, you're going a bit far there. It's just a little on-the-side thing we got going, that's all. It's just for ourselves. Hey, honest. You should be ashamed of yourselves. Aren't you worried about the reputation of this fine university? The authorities should be informed of this. But we haven't done anything wrong. It's not a crime. Can you open the gate to the garden, please? Sure. No problemo. Right away, miss. Ну, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас виноградика наберем себе. Так, если я правильно помню, то нам туда.
О, молодец. Вот, спасибо, дяденька. There you are. Please feel free to visit the garden at your leisure. And there was just one thing. I'm not a liar. Not really. Just mum's the word. There is the reputation of the university to think about. And I have superiors, and I have to do what I can. I understand. Don't you worry. Thank you, miss. Неужели у них все настолько строго с этим? Ну, как-то не похоже это на оранжерею. Да и тем более, в которой соблюдаются какие-то особые условия. Березки. Это оно? Да, это похоже оно. Спасибо. Теперь у меня есть, да, виноград савиньон. Замечательно. А пойдемте покормим наших пташек. Так, а пташки у нас... Или с этой стороны? С какой стороны у нас... А, да, где-то здесь должны быть. Да, вот они. Ну, цыпа. Я вам тут покушать принес. Да ладно тебе, Кейт. Вот, давай им ягодок. Сейчас они нахрюкаются. Курицы недобитые. Но как минимум они отсюда ушли. А там наверху у нас должен быть механический орел. Если я правильно помню. И, возможно, там есть яйца наших кукушат. Да. Вот у нас какое-то одно яишко. Impossible to reach it. Да как это не достать-то? Что ты такое говоришь, Кейт? И почему тебе не достать? Так, и что мы еще тут можем сделать? Видимо, ничего, да? Так, хорошо, и как мне достать это? А может быть крюком? Но это единственное, что у меня есть. Нет, крюком нельзя. Да, в общем-то, у меня тут и нет больше ничего. Что тут еще можно найти? Это не достать. Ну и... Не знаю, давайте подумаем, что еще можно сделать. Yeah, miss, please, excuse me. Yes? You know, I want to apologize for our little misunderstanding. I brought you a bottle of wine. Markstadt Sauvignon. Very good year. Let me know what you think. I'm very touched. Thank you. Good luck on your journey, lady. Thank you. Вот, спасибо. Бутылочка вина, это очень неплохо. Так, и что только вот мне с ней делать? Может, в поезд отнести? Или... Не знаю.
Давайте еще раз с профессором поговорим. Do excuse me, Professor. Professor, so... What is it you... Может быть, там про Ганса? To tell you the truth, I'm looking for Mr. Hans Vorarlberg. He... Syberia. Ah, Syberia. But what was it you said again? Said what? You mentioned a name. Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Your Hans Vorarlberg sounds... Can you... Yes. What do you mean? To my knowledge, there is only one tribe who made figurines. Have you... No. I'll leave... Sorry? А может быть, профессору куклу принести? Давайте попробуем. Ту, которую мы нашли в пещере. Я думаю, это было бы, возможно, очень кстати. Может быть, это его как-нибудь подстегнет, не знаю, лекцию придумать. Рассказать про эколов, например. Насколько я помню, примерно так оно там и будет. Далековато только до поезда бежать. В такие моменты действительно не хватает быстрого перемещения. Но все по-честному. Бегаем ножками. Оскар, ты не против? Я тут немножко мамонта позаимствую. Ну, буквально на, не знаю, на пару минут. Куда же она его туда положила-то? У нее такая безразмерная куртка. Удобно, наверное. В общем, давайте, ребята, встретимся уже у профессора. Профессор, смотрите, что вы об этом думаете? Do excuse me, Professor. Professor, sorry to disturb you again. Professor, I have brought you something that should be of interest to you. Look. What have you got there, then? Let's see. An effigy of a mammoth. But this is Hans' doll, is it not? Yes, of course it is. How on earth did you... Oh, my God. It's in my hands. It exists. It really exists. Please do excuse me. I'm deeply, deeply moved. You see? Your Hans and my Vorarlberg heir are one and the same. This is incredible. After all these years, how can I ever thank you, my dear? Oh, I must waste no time. I'm off to my laboratory. I must study this carefully. May I borrow your treasure a moment? Well, actually, Don't worry, miss. I will take the greatest care of it. But I need to study it. You see, it has such importance to me that this very afternoon I shall deliver an impromptu lecture to my students about this very object. If you are interested in Hans Vorarlberg, then it is essential that you attend. do you think so? Obviously. Give me your telephone number and I will call you the moment my lecture begins. I will return you your doll at the end. You have my word. Хорошо, профессор, я вам верю. О, у нас появилась новая локация. Лаборатория. Это тут он винишко гонит, да? Так, что у нас тут? Спирали всякие. О, еще один звуковой валик. Замечательно.
Надо будет послушать. А тут у нас что? Грибы. О, и щипцы. Возможно, этими щипцами мы сможем взять кукушкино яйцо. Но, профессор, вы тут не скучаете? Вам есть чем заняться? Я считаю, у нас был равнозначный обмен. Интересно, а зачем ему эта настойка из грибов? Ну или порошок из грибов? Так, давайте быстренько сбегаем туда к орлу. В общем, увидимся снова через секунду. Ну вот, собственно, я у орла, и давайте проверим, помогут ли нам эти щипцы. Пинцет. Ну, не особо на пинцет похоже. О, да, теперь у меня есть яйцо. Так что теперь очень быстренько бежим к нашей игрушке. В общем-то, снова увидимся уже там. Так, хорошо, вот мы на месте, давайте поставим яйцо. Теперь... О, оно даже по весу подошло. Замечательно. Так, теперь мы, наверное, сможем как-то починить эту заводную игрушку или... О, тут какой-то люк даже есть. Блин, Ганс реально был гением. Ну, хотя почему был? Он и есть. Вот тут что-то отломалось. Или что мне тут делать? Рычаг. Ясно. Просто превосходно. Теперь оркестр вновь играет. Только вот немножко одна музыка на вторую накладывается. Ну, в принципе, это ерунда. Так, пойдемте попросим нашу оплату у ректоров. Я надеюсь, эти 3 толстяка нам не откажут, не обманут нас. Потому что, ну, кто его знает. Надеюсь, они люди своего слова. В конце концов, вроде как ученые. Интеллигенция. Не то что Кейт. Простая девушка из Нью-Йорка. Ну что, господа, я починил ваш оркестр. Вы теперь довольны? Gentlemen, forgive me for... A little bit. No. Так, окей. Gentlemen, I have managed to repair your university bandstand. The bandstand is playing again. This is marvelous news. We are really very grateful indeed. Yes, very grateful indeed. We will look back on your visit with much fondness in our hearts. And now let us in turn honor our word. How much is it you need, miss? $100, if it's not too much to ask. We agree to grant you the aforementioned sum, miss. You may now leave with your train. Замечательно, они нас даже не обманули. And while we're on the subject,
When will you be leaving? Yes, because now you should relocate your train as quickly as possible. Ну, как только, Here так we are, сразу. busy chat. And thank Так, ладно, пойдемте отдадим деньги нашим проходимцам на барже. В общем-то, снова, наверное, встретимся уже там.